Привет, друзья! We continue reading and listening to Russian stories, and today we are going to listen to a short story which is called Капитуляция. And this story is written by Eduard Polyansky. This story will be really nice for you if you would like to expand your vocabulary and find out something new about Russian mentality. Here you will meet a lot of different unusual words, that's why I think you will like this story. Okay, so let's start. Капитуляция. Я лежал на софе и курил. Сверху послышался едва различимый стук. «Неужели они не понимают, — подумал я, — что их пол является с обратной стороны моим потолком? Стучат по своему полу, а одновременно бухают по моему потолку. Возмутительно. Нужно тоже постучать, а то подумают, будто я испугался». Я взял швабру и предупредительно постучал в потолок. В ответ постучали несколько погромче. Я не остался в долгу. Наверху остервенело заплясали. Плясать на потолке я не мог. Раскрыл философский словарь, забрался на шкаф и продекламировал соседям статью «Всеобщая связь явлений». Наверху раздался продолжительный звонок. Соседи завели будильник. Мне ничего не оставалось, как включить электробритву Нева и с помощью швабры приблизить ее к потолку. Наверху забегали в поисках ответной меры. Наконец я услышал издевательское «Тишина за Рогожской заставою». Пластинку поставили. Я тоже перешел на лирику и завел «Спят курганы темные». После лирической передышки соседи начали швырять на пол металлическую посуду. Я взял на вооружение пылесос, подвесив его к люстре. Надо мной запели «Эх, ухнем!» в два голоса. Я включил на всю громкость радио. В ответ наверху залаяла собака. У меня собаки нет. Пришлось лаять самому. Я делал это с большим энтузиазмом, чем соседская собака. И вскоре ее сняли с повестки дня, как не справившуюся с поставленной задачей. Наступило затишье. Я стоял на шкафу, приложив ухо к потолку. Внезапно раздался оглушительный треск, и я свалился вниз. Наверху затарахтел мотоцикл. Я заметался по комнате в поисках контрмеры. Ничего подходящего под рукой не оказалось. Я схватил магнитофон и побежал на ближайшее строительство. Здесь быстренько записал шум, сопровождающий забивание свай. Этого соседи не ожидали. Грохот мотоцикла потонул в прекрасных звуках современного индустриального ритма. Вскоре они капитулировали, помахав перед моим окном махровым полотенцем. Okay, so tell me please, what do you think about this story? Do you like it? And now we are going to do some exercises to practice listening. Firstly, we will answer some questions, and then your task will be to hear missed words. So let's do that. Почему у соседей началась война? Какие действия совершал главный герой, чтобы победить? После чего соседи сдались? Были ли вы в такой ситуации? Как вы думаете, как надо вести себя в подобных ситуациях? Как вы поняли фразу «прекрасные звуки современного индустриального ритма»? And now try to make up some sentences with the following words. Возмутительно. С большим энтузиазмом. Взять на вооружение. Свалиться. Заметаться по комнате. Швырять. Схватить. Грохот.
Я взял швабру и предупредительно постучал в потолок. Наверху раздался продолжительный звонок. Соседи завели будильник. Я взял на вооружение пылесос, подвесив его к люстре. У меня собаки нет. Пришлось лаять самому. Я стоял на шкафу, приложив ухо к потолку. Грохот мотоцикла потонул в прекрасных звуках современного индустриального ритма. So I hope you enjoyed this video and I hope it was useful for you. Don't forget to like it and subscribe our channel. До встречи! Всего доброго! Пока-пока!